Привет всем любителям Fire Emblem. Вы наверняка уже наигрались в Engage, поэтому давайте ее отбросим, ведь у нас вышла новая часть серии Fire Emblem Shadows для мобильных телефонов. Да, не очень радостная новость, но у вас что, нет мобильных телефонов? А у меня вот есть, поэтому я решил попробовать и рассказать вам о своих впечатлениях от игры. Но сначала про то, что это вообще за игра. Fire Emblem Shadows — это бесплатная мультиплеерная мобильная игра на 3 игроков. Перед началом матча есть выбор стороны света или тьмы. В каждом матче участвуют 2 бойца за свет и 1 вестник тьмы. Игра проходит в 2 этапа. На первом все игроки вместе сражаются против монстров, однако никто не запрещает бить и по своим. А предателю даже нужно. Это поможет ему на втором этапе. На втором этапе павшие до этого герои воскресают, а предатель раскрывает себя, становится сильнее и получает новые способности. А герои получают 1 или 2 дополнительные жизни в зависимости от того, смогли ли они вычислить предателя. Да, между первым и вторым этапом есть возможность проголосовать, кого из союзников ты считаешь предателем. Испытайте свои навыки и дедукции, как говорит реклама. Но в реальности это испытание портит подсказка от самой игры. И то, что люди не пытаются строить сложные схемы и в ходе матча просто атакуют всех, кроме себя. С другой стороны, я не вижу большой пользы при игре за предателей пытаться обмануть соперников. Намного эффективнее просто постараться успеть их убить, чтобы во втором раунде у них было на 1 жизнь меньше. А если хотя бы один ошибется в выборе, то это уже можно считать победой. Поэтому никакого испытания дедукции тут нет. Но я регулярно вижу, как другие игроки его проваливают. Не только провал испытаний может повлиять на победу во втором этапе, но и прокачка. К сожалению, в игре присутствует элемент Pay to Win. Несмотря на то, что персонажи здесь сражаются автоматически, их атаки даже близко не так эффективны, как магия. Магию колдует игрок, и именно от того, как он будет быстро и точно прожимать заклинания, будет зависеть победа. А сила заклинаний как раз зависит от уровня прокачки заклинаний. Уровни можно поднимать за деньги, покупая дубль во внутриигровом магазине. За реальные деньги игра также настойчиво будет предлагать полностью прокачать героя за тебя. Тут можно отдать цену добротной игры на распродаже, чтобы не играть в игру, а ведь герой тут самое главное. В этой части можно встретить знакомых по прошлым играм персонажей, которые, скажем, обрели форсоны. Переходя на темную сторону, они становятся Фури. Кажется, в основе этой игры как раз лежало желание нарисовать Фури-версии известных героев. Играя матчи с выбранным героем, вы прокачиваете с ним отношения и получаете награды в виде особых сюжетных диалогов в 1 короткую строчку. Да, к сожалению, сюжет здесь не является сильной стороной, для игры поленились его написать. Поленились написать и одиночную кампанию. Она является наградой за игру за соответствующую сторону и открывается постепенно, хоть и будет состоять из очень малого числа скучных строчек. На этом моменте уже может возникнуть вопрос, а зачем в это играть? Тут нет интересной истории, тут нет ни классического для серии игрового процесса, ни в целом хоть какого-нибудь. Даже ключевая фишка игры с поиском предателя упрощена до нельзя и не работает. Игру очень легко ругать, и я буду ее ругать. Это действительно плохая игра. Я не советую вам в нее играть. Здесь нет ни сюжета, ни глубокого игрового процесса. С другой стороны, я наиграл в нее несколько часов и получил удовольствие. Здесь можно залипнуть на пару вечеров. Здесь есть азарт в матчах. Конечно, в будущем вы упретесь в Гриндвол, так как требования к ресурсам для поднятия уровня растут очень круто. Поэтому я не буду категоричен. Это не та игра, в которую можно играть долго. Это всего лишь та игра, в которую можно зайти пару раз на пару часов, чтобы попробовать необычный игровой процесс. Поэтому и вы не будьте категоричны и тоже попробуйте игру. Сразу скажу, что игра недоступна в России, как и во множестве других стран. Знаете, типичное мировое турне. И я надеюсь, что вы все знаете, как устанавливать недоступные приложения. На iOS просто меняйте аккаунт для покупок на американский, а на Android чуть сложнее, нужно найти сайт с APK-файлом. И да, в игре нет русского языка, что тоже может стать препятствием. Зато не станет препятствием вес игры, ей нужно всего 800 мегабайт. В общем, игра выглядит неплохо, как работа с Indie Jam сделала игру на заданную тему за неделю, но совершенно неприемлемо, как новая Fire Emblem от создателей Fire Emblem с Nintendo в качестве издателя. И выход Fire Emblem Shadows меня расстроил. А вы не расстраивайтесь и подписывайтесь на канал. Ждите новых видео, вступайте в Discord и приходите на трансляции. Всем пока! Ладно, не пока. У меня есть небольшой бонус для плюшек-ватрушек, который не выключает видео, как только запахнет финалом. Он займет всего минуту или 2. В процессе подготовки материалов я сделал перевод для пролога и первой главы сюжета, но им не нашлось места в финальной версии сценария. Поэтому я зачитаю его здесь. А вы пишите в комментариях о своих впечатлениях и стоит ли делать такое для всего сюжета.
С одной стороны, это точно никто не сделает, а с другой, работа выглядит трудоемко, а сюжет я бы не назвал хороший. И к тому же мне придется играть в эту игру. Ну ладно, начинаем. Внемли мне, глазу моему, что слышишь ты. Ты есть посланник мой, сын мой, что займет место мое. В час смерти моей тебе уготовано стать мной и избрать путь для этого мира. Последователи, ведомые судьбой, будут идти за тобой. Они придут за наставлениями, на спинах их будет лежать тяжесть прошлого. Курт – один из них, тех, чья история будет раскрываться среди брани. Рассмотри путь, что привел его к тебе, и сделай выбор. Какое будущее ждет последователей? Будет ли это свет или же тьма? Королевство Акт, почитающее богиню света Нагу, подверглось вторжению, и его столица пала. Она была захвачена империей, связанной с Фенрис, богиней тени. Терпя поражение от теневых тварей, ведомых империей, король предложил свою жизнь в обмен на жизни солдат. Империя согласилась. Но потом, в акте жестокого предательства, устроила казнь для солдат сдавшегося короля. Короля и королеву заставили смотреть, как солдаты сгорают заживо, а после самих предали огню. Принц Курт успел сбежать со своими слугами и поклялся однажды вернуться и восстановить свою родину. Они отправились в союзное государство Хольц, но путь таил в себе множество опасностей. Одна из них предвещала неминуемую смерть, если империя поймает отряд. Впереди лес Лазурного Ворона, я не обнаружил впереди имперских солдат. Похоже, враги решили не отходить слишком далеко от столицы. Это обнадеживает, мы можем двигаться без опаски хотя бы какое-то время. Мой принц, я не советую вам ослаблять бдительность. Солдатами империи являются не только те, кто преследовал нас. Ага, мы были атакованы прислужниками теневой богини. Все так, они могут прийти за нами, но они не единственные, кого нам следует опасаться. Империя назначила солидную награду за принца, а такие новости очень быстро расползаются по земле. Поэтому сейчас нам следует высматривать врагов даже среди жителей нашего королевства. Я не верю, жители королевства Акт ни за что не предадут нашего принца. Карина, спокойнее, учитывая, что наша страна разрушена, взята под контроль империи, а люди лишились всего. Столкнувшись с такой трагедией, некоторые могли, отчаявшись, поддаться соблазну теней. Это все моя вина. Королевство пало, а мы, королевская семья, оказались бессильны в этот момент. Не стоит винить людей за действия против нас, когда мы их так подвели. Принц, не двигаться. Что? Одно движение, и я перережу вашему дорогому принцу горло. Что? Откуда ты взялся? Отпусти принца Курта. Ты простой вор или пришел за наградой за голову принца? Кто я? Не имеет значения. Я должен вернуть принца в империю. Ни за что. Ты правда думаешь, что мы просто сядем и позволим тебе это сделать? Спокойно, Карина. Мы не должны подвергать принца еще большей опасности. Тебе стоит прислушаться к своей подруге. Бросайте оружие и ложитесь на землю. Тогда ты просто убьешь нас или, по крайней мере, свяжешь нас и спокойно продашь принца империи. Именно. Или вы пропустите мои слова мимо ушей, и ваш принц умрет. Решайте. Но...